В этом видео я расскажу вам 5 признаков, что мужчина любит. Но именно те признаки про ту любовь, которая имеет смысл для дальнейшего развития отношений. Потому что на самом деле, если мужчину к вам тянет, если он стремится к вам, это уже любовь. Но часто у людей форма любви имеет очень искаженную форму, да, то есть любовь искажена, и это доставляет нам очень более много и неприятных чувств. Поэтому поговорим именно о том проявлении любви, которое имеет смысл, когда реалистично при определенных усилиях построить дальше хорошие отношения. Признак первый. Мужчина заявляет вслух обществу, социуму, людям, знакомым, родственникам о том, что вы его девушка или женщина. Как это заявляет? Ну вот вы приходите, например, в новую компанию, и он знакомит вас со своими друзьями. Он говорит, там, это Настя, это моя девушка. Или он может этого не сказать, потому что сейчас вроде как не модно прям так объяснять, но он возьмет вас за руку при своих друзьях, он приобнимет вас за плечо, он не будет делать вид, что вы просто друзья. Он покажет людям, вот, она моя, она со мной, мы в отношениях. При этом замечу, что не обязательно, что он будет вас знакомить со своими родителями. Может быть, у него отношения с родителями слишком сложные, или он знает, что ваше знакомство будет сложным для него, потому что родители потом будут, например, пилить ему мозг. И тогда не ориентируйтесь на то, привел ли он вас к своему папе и к своей маме. Но у него наверняка есть близкие люди, друзья, какие-то другие, может быть, родственники, с кем он в доверительных отношениях. Ориентируйтесь на то, показывает ли он вас им и как он вас при этом представляет. Признак второй – готовность вас защищать. То есть, если кто-то на вас нападет, он сразу же побежит на защиту. Если кто-то будет угрозой для вас, он будет готов вступиться и защищать вас. Эта функция защищать свое, она встроена во всех мужчинах. Поэтому, если это проявляется, значит, он вас любит, и он осознает эту любовь. Признак третий. Если мужчина говорит с вами о совместном будущем. Причем здесь тоже уточню очень важную деталь. Он может не говорить это очень, знаете, так обширно и прямо, например, мы с тобой купим такой-то дом, у нас будет столько-то детей. Не ожидайте этого. Не все люди так откровенны, не все сразу об этом думают, многих пугают мысли о совместном будущем. Но он может в разговорах просто упоминать, а как бы нам было хорошо, если бы мы вместе провели, например, летом отпуск. То есть даже малейшие вкрапления в разговор о чем-то совместном, даже в ближайшем будущем, это уже признак того, что он в вас влюблен. Четвертый признак – это когда мужчина выполняет обещания, которые он вам дает. И здесь тоже очень важная, добавлю, важная деталь, важный момент. Есть люди, которые в принципе не умеют выполнять свои обещания. Это их негативная черта характера. Поэтому если он не выполняет обещания сразу с первого раза, это еще не является красным флажком. Но если вы говорите ему, слушай, дорогой, ну ты мне пообещал, мы с тобой договорились, и я жду, и он собирается, он показывает вам, что он собирается это исправить. О, да, надо сделать, да, я это сделаю. То есть не отмахивается от вас. Это тоже можно считать положительным признаком. Как было бы наоборот, если бы мужчина, который что-то вам пообещал, а вы говорите, дорогой, ну ты обещал, давай делать, а он, сорян, не могу. А на самом деле может, и вы это понимаете. Да? То есть почувствуйте эту разницу, что он хочет выполнять свои обещания, даже если, может быть, не делает это с первого раза. И пятый признак – верность. Если он, находясь в отношениях с вами, все свое свободное время, которое готов посвятить именно отношениям, посвящает именно вам. Если он при этом не встречается с другими девушками. Ну, такая вот банальная, казалось бы, информация, но здесь тоже добавлю важные детали. Потому что без деталей это был бы, знаете, сухой скелет, а когда мы наращиваем на скелет мясо, получается вообще другая картинка. Поэтому детали всегда очень важны. Вы согласны со мной в этом? Даже если мужчина поначалу уверен в отношениях, а потом спустя время он начинает изменять своей жене, то
признаком того, что он влюблен, что он испытывает чувство любви, это верность хотя бы на первом периоде отношений. Есть мужчины, которые вообще не способны быть верным, даже в первые этапы отношений. И тогда я не заношу их сюда, потому что это те как раз мужчины, с которыми, невозможно построить гармоничные, теплые, приятные, душевные отношения без верности. Как? Это же предательство. Это отсутствие близости, это недоверие будет со стороны жены. Смысл? Но верность на первых даже этапах отношений, это уже значит, что он к вам сильно тянется, что вы ему дороги. Это не гарантирует, что он потом, спустя время, не будет вам изменять. Мы сейчас не говорим о том, что по каким признакам узнать, что вы встретили идеального мужчину, с кем у вас будет все идеально. Не знаю, такого не существует. Это невозможно предугадать. Но на первом этапе отношений понять, что мужчина правда в вас влюблен, можно по тем признакам, которые я перечислила в этом видео. И добавлю еще 2 признака, о которых важно поговорить в этой теме, которые часто психологи называют, часто в интернетах, в разных статьях, в известных журналах тоже упоминают эти признаки, но я лично считаю, мое профессиональное экспертное мнение, что ориентироваться на это не нужно. Говорят, что если мужчина решает проблемы женщины, то он в нее влюблен. Нет, не факт. Потому что есть категория людей, которые просто решальщики чужих проблем. Это так называемые спасатели, которые сначала вам помогают, а потом, знаете, как будто окутывая вас в сеть своей помощи, как рыбу из воды вытягивают и берут вас полностью под свой контроль. То есть желание решать чужие проблемы – это еще не признак любви. Это лишь показатель того, что у человека есть это желание. Оно может быть сигналом серьезных внутренних нарушений. Конечно, не каких-то расстройств личности обязательно, но звоночком о том, что у человека не все в порядке, и он по жизни сильно гуляет в треугольнике Карпмана. Знаете, что такое треугольник Карпмана? Если нет, внизу оставлю ссылку на видео, где я подробно об этом рассказываю. Рекомендую всем знать про эту информацию, потому что нас периодически всех заносят в эти роли. И будет здорово, если вы будете уметь отследить сами, и когда вас туда занесло, и выйти. И понять, когда вами манипулируют, через какую роль треугольника Карпмана вами пробуют манипулировать. Повторюсь, ссылка на это видео в описании или в первом закрепленном комментарии. Посмотрите. И еще один признак, который часто приписывают этой теме, что мужчина влюблен, если он обеспечивает, что мужчина как будто обязательно должен обеспечивать. Смотрите, есть мужчины, и вы наверняка сейчас представите кого-то из знакомых или из рассказов ваших подруг, то есть вы точно с такими сталкивались, пусть, может быть, и не напрямую, но, знаете, через несколько рукопожатий. Мужчины, которые в принципе не хотят обеспечивать никакую женщину. Они ищут отношения только с теми женщинами, которые будут сами обеспечивать себя. А некоторые еще и с теми женщинами, которые готовы и их мужчин обеспечивать. И тогда такой мужчина с таким внутренним представлением о том, как должна быть устроена финансовая жизнь в семье, например, в отношениях, какую бы женщину замечательную он ни встретил, как бы сильно он в нее не влюбился, он не готов это делать. Поэтому не ориентируйтесь на это. Другой вопрос, что вам, возможно, хочется только мужчину, который будет обеспечивать. И тогда даже если вас полюбит вас мужчина, который не готов это делать, надо признать факт, что он вам не подходит. Но это не значит, что он вас не любит. Мне очень интересно ваше мнение на эту тему. Поделитесь в комментариях, что пришло на ум во время просмотра ролика, о чем подумали, что знаете про это. Пишите, пожалуйста, я читаю все комментарии, мне интересно с вами общаться. Поставьте лайк, если вы досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео.